людей пронесет. Вот так. Еще можно вперед. О, жопа вот подошла. Техника его. Так, здесь. Сейчас же стойте здесь! Сегодня вот сети ехать проверять, намазали спину друг другу и поехали. Поймали что? Да вот маленько вот. А, ты рыбу тащишь? Рыбу, ага, этим нашим. Ну ладно, давай, не Валерий, болись. ага. Первый трактор мы сюда привезли вот этот, потом мы его продали. Да прикинь, сколько трактору лет. В этих складах муку хранили, каком-то там продукты. Винный тут склад был еще. Ты в этом доме жила? Да. Выросла. Маленькая когда была. Вот в этом доме? Да, вот смотри, тут дом был, а вот он интернат ближе. Нас забирали, прикидываешь? На выходные можно было домой сбегать. Это мой папа. Воевал, без пальцев пришел домой. Да. Он один раз так сел, мы тоже его сняли. И он у нас получился как вот... Это авто. А кто забирает? Это ребятишки, которые со мной занимаются занятиями. Так неудобно. Наверное, свет неправильно падает, да? Ой, тетя Вер, ты прям вообще смотришься. Ага. Это Зоя Хадыка тут любит она огород.
Пока стоит большая вода, в деревню Келок по реке Илагуй завозят все необходимое. Продукты, топливо, строительные материалы. Уровень большой воды в реке позволяет груженным судам проходить от Енисея по Илагую до самой деревни. В этот день пришло топливо, а без него в удаленной деревне не прожить. Ведь она запитана электроэнергией от дизельной станции, которая работает круглосуточно. Да и в каждой семье есть моторные лодки и снегоходы, ведь основное ремесло жителей – это охота и рыбалка. Место. Сюда место. Прям на Енисей. Такие дела. Поразлетятся, да? Где-то и останутся. Ну все лето тут толкаться. Ну еще после, ну да. Купаться хочется. Идиотство. Да. Я сейчас сама работаю. Поворот. Владимир Васильевич днем ехал, а мы едем вечером. И время уже 11:30 на часах. Но ехать приятно, хорошо, погода хорошая. Волны нету, ветра нету, дождя нету. Очень-очень, ребят, красивый закат. Сейчас я вам его попробую показать. А мы уйдем вот там, видишь, темная полоса, там следующий будет мыс туда. Ага. А сейчас мы пойдем в Имбацк за баржей. Сейчас мы идем, ребят, в Имбацк за баржей. Лодка это довесок, там у Васильевича еще целая баржа. Не все так просто. Боже, ну как красиво, а? Смотрите, ребят. Такой восход. Енисей просто прекрасен вообще. Очень красивая река. Прибыли, ребят, на основную баржу.
Клевая такая боржа, все тут нормально. Холодильник у Василия, все морозилка, все дела. Расскажу про имбас, где живу я, где дороги заносят пурга, где морозы лютуют нередко, и охотник до жизни легка. Бесконечны просторы Сибири в направлениях разных лежат. Следопыты семью оставляя, все на промысел дружно дышат. Километры таежных тропинок каждый день проводит в пути. И в место избушка, и путник, и добыча его впереди. И добычу своей размышляя, и считая среди на снегу, помощь лайку свою привлекая, разобраться с медведем в кругу. Вот проходит минута другая, лай разносится звонким в лесу, и в момент приближаясь к цели, карабин прижимая к плечу. Первый выстрел в сезоне раздался, и трофей повалился к ногам. Эту радость свою разделяет он с собакой своей пополам. Эту радость свою разделяет он с собакой своей пополам. Едет толкал. Нету места. С такими интенсивными показателями там должно быть минимум 20 килограммов изотопа. Ваша ракета уничтожит весь квартал. Хотите, что хотите, но нужно дождаться эвакуации района. Эвакуации? Я эвакуирую всех в радиусе 3 километров, а после этого ударю по зданию высокоточной ракетой. Практически жил у него. Знакомишься с девушкой, думаешь, что вы друг другом дороги. Тебе кажется, что вот она, любовь всей моей жизни.
я сниму. Видишь? Керно есть? Керно есть? Или так? А лыжи, да? Нифига себе. Конечно. Ну, вот ездил я с дедом на рыбалку, вот таких там ловили на удочку. Они что или что делают? Коптят? А лили? Наверное. А, че, я там ржал.
Че, как успехи? Обалдеть. Как перепеклась. Перепеклась. Енисей – великая и могучая река Сибири. Он покорил меня своей красотой и обилием разнообразной рыбы. Западная сторона реки была вся утыкана озерами и протоками. В них гнездились утки и большое количество гусей. Не имея навигатора, в пойме можно было легко заблудиться и не найти обратную дорогу. Густые заросли и вода делали эти места практически недоступными для человека. Восточная сторона Енисея имела совсем другой ландшафт. Она отличалась высокими каменистыми берегами, вдоль которого лежали огромные валуны. Ниже по течению начиналось великое и могучее плато Путарана, мечта многих туристов и рыбаков. Хорошая, да? Да, Ну как, ребят, вам экземплярчик? Достойный, да? хороший. Хороший экземпляр. Тетя Вер, не замерзла? Замерзла, да? Сейчас вам мешки потаскает, Андрей.
Босс, переведу дух. Разгрузили, ребят, лодку, придем на базу. Такие дела. Давайте вам удачно рыбы побольше поймать. А куда она денется? Поймает. Сколько залезет, столько вытащит. Вся наша. Виталька, выполните, перевыполнить. А, ну дайте мне глаз на глаз. Сильно не газуй. Я потихонечку. Ну, ребят, красиво на Енисее. Едем, не торопимся, потихонечку. Может, даже придется заночевать. Енисей спокойный, волны нету. Пачки балдеют на носу. Пускал их немного, пробежались. Рука, скажи привет. Вон там. 3-4. А где у нас Куся? Кусю потеряли. А, Куся там на самом носу сидит. Потерял ее. Представляете, сидим, ужинаем, любуемся закатом, и к нам медведь выходит. Хорошо Дар среагировал, улетел. Он подошел прям, я не знаю, ну, буквально метров, может, 30. Я даже не ожидал, я спиной я не видел. Дар метнулся, и я заметил. Вот сейчас удаляется вроде в материк. Дар лает с шаманом. Ну, Куся подтянулась. Куся с ним. У Куси просто ошейник на 30 секунд стоит. Угу. Короче, Дар с Кусей работают.
Вот так я, ребят, переночевал. Разжег костер, попил чайку, покушал. И ко мне пришел медведь. Причем пришел сам. Хорошо, что Дар его спалил. Дар с Кусей, Зайка его работают. Не знаю, может, вам будет слышно ветер. Но дело в том, что там очень сильно густые кусты. Да и охота уже закрылась. Стрелять его никакого желания нет. Да и не буду я этого делать. Вот. Но собак придется снимать. Уже, получается, поспать у меня не получилось. Ну и, соответственно, когда усну, теперь не знаю. А днем мне надо будет ехать дальше. Хорошо, что у меня Жайма привязана. Жайма осталась на цепи в лодке. Вот она. Жуня. Бажуня. Она, конечно, порывалась, но я ее удержал. Ну, вот такие дела, ребят. Вот так я переночевал возле костерка. Но, правда, комары мне жару дали сегодня. Толком не поспал, весь, наверное, черный, копченый и опухший. Ну, комары — это такое дело. От них никуда в Сибири не денешься, не спрячешься. Сейчас пьем кофе, завтракаем и двигаемся в Верхнее Имбацкое. Ждем Саню. Саня должен подъехать. Будем брать такую же длинную лодку. И на лодке на длинной поедем уже на Елагуй. До поселка Келок. Че, поехали, Лёха? Поехали. Хвост только смотри, чтобы они не засунули. Приехали, ребят, на речку пособирать черемши. Ненадолго, недалеко от деревни. Красотища тут. Жарки вон кругом цветут. Вот это черемша. Я, правда, листочки собирал. Саня сказал, надо корешки собирать. Ну вот, а говорят, счастья нету. Да, отъезжай.
Физкуль, привет. Доброго здоровья! Это вот когда-то придумали, не знаю, может 1000 лет назад. Настя, как его звать? Да, черный. Боря, что ли? Он не Боря, не Севи, а Боря. Лапу дай! А чё, Саша, лапу дай! А ты прямо корешками ее, да, Надь? И так же само режешь, но только корешками, да? Все загрузились. Че, Леш, прям? Ну, уехали. Поехали. Че, опять доедем? Раз, Маша, каждый куда будешь? Давай. Сюда место. Место. Все, братва, спасибо огромное. Отправляемся с Верхней Имбатска на Келок. Загрузились вещи. Собаки у меня тут сидят. Двигатель загрузили. Моторы. Как помощь малочисленным народам севера даются моторы, бензин. Ну и все, прям. Завтра должны прийти. Может даже, возможно, ночью. Там будем перегружаться в большую лодку и с Алексеем, ну либо кто-то с деревенских ребят, уже поедем до базы Келок. Там порыбачим на таймене, ребят. А нет, вот подъязок. Нет. Что тебе вообще? Ага.
Готовимся, ребят, к отплытию на базу Келок. Едем по реке Елагуй, потом заедем на реку Келок, уже, а там непосредственно на базу. Прощаемся с Алексеем. Алексей красавчик. Да, вот на таких, ребята, мужиках Сибирь держится. Георгий, это снова я! Место? Куда место? Ничего тебе не было, не попади. Что там делает, поближе. Давай их выталкивать быстро. Не пропускает. Видно, да? А иди сюда ты, Вот это да! Ставишь на ультралайт такую штучку. Молодец! Спасибо, спасибо. Ну ты красава! Сидел на лодке. На ультралайт. Трофейная лапа. Не, Кость, не пойдет! О, смотри, поймал-то, вот заходит, не фокус. Смотри на меня. Делать как я угру. Смотри! Щука. С почином тебя. Да я уже, сколько, вторая щука и 3 изя. Не снимай. Пойдет. О, красава.
О! Держите! Ну давай хотя бы так. Возьми моего, иди. Это был его-то иметь. Эмоции супер. Со второго заброса. Обалдеть. Грому. Есть этот? Дай сюда, подводи. Как ты что? Вот это вообще здоровый. Давай, парень. Давай. Это не... Все? Сюда кидайте. А смысл? Нет, сейчас уже. Он накололся и... Не расслабляй никогда. Красный флаг. Вот оно! Счастье! Молодец. Яша! Ой, хороший. Хороший. Держи его. Три-три? Чуваши, бля, Бля! Как ты взял морду ему обматывал, смотри. Просто на обычную блесну взял. Отлично. Да, давай, блядь. Держи. Смотри, порвал, блядь. Тихо, держи его. Рыба мечты. Подожди. Меленькую надо положить. Потом. Ну ладно. Это уже было. Поймал. Молодец, Борис. Охренеть! Давай быстрее вот его это отпускаем, а? Вот это круто. Вот это бомба. Он прям видел, как крутился в воде? Ага, с этой. Точно так же он крутился. Я его не буду. Вот так. Ой. Улыбайся тоже. И прям. Спасибо всем. Прочувствовал, да? Да. Это что такое? Ой, даже Елагуй. Пилили. Едем. Завал. Поэтому дерево лежит. С берега до берега? Вот такая сосна, да. С берега до берега. Вот эти завалы. Я тоже спит, подлетает. Как жареное с лесом.
Вытекает. Как он с лимоном столько? Он никогда не откажется выпить, поэтому... Ну ладно, с полем. Давай, Виктор. Совсем маленькая. Ну что, куда? Ну-ка нельзя! Нельзя, сказал! Пошел. Гони его. Не гони, да, сам иди. Пожалуйста. Малинка, дочь. Нас ждет. Все, пошел. Сука, сошел. Да. У меня сошел. Ну еще один сошел. Смотри, а. Работаем, парни, работаем. Ох, какой. Ой, блин, надо чуть-чуть смотри. Не, зря подходишь. Держал бы его в натяжке. А? Походу тот же. Лови. Не вали. Ушел. Лови.
Хорош! Руками поймал, мышь оторвал он мне. Коленями по камням. Он мне мышь оторвал, блин. Больно, блин. Смотри. А? Такой же, ага. Но другой, не этот же. Угу. 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 Хороший. Угу. Вот оно. Вот оно. Ой, идет. Вот оно, красава. Ну давай, плыви. За папкой, за мамкой. Покачаем музыку. Жабры. Подними его напоследок, Сергей. О, отлично. Отпуска. Красивый. Красивый. Плыви, друг. Поздравляю. Это было круто. Мы находимся на базе Келок, в гостях у Сергея, далеко-далеко в Туруханском крае, на красивейшей реке Сибири. Попросили Сергея попить чаек, ну и поделиться кое-какой информацией по поводу базы и вообще по жизни на Келоге. Как, что здесь, потому что многим интересно, ну и в том числе нам. Вот. Сергей, расскажи, пожалуйста, историю этой базы вообще, как она, кто был инициатором, как это все тут начиналось. Ну, понятно. Давайте комара тут убью. Понятно, что начало, оно пошло не от меня, это пошло от отца. Еще в 90-х отец занимался туризмом, начал заниматься туризмом, то есть годы были тяжелые, то есть мы жили, понятно, что сейчас это более ушло на другую культуру, да, там раньше были, активно занимались сборами дикоросов, да, там это ягода, грибы, орех, рыбалка, охота. Сейчас немножко, конечно, с этим у всех туговато стало, скажем, как финансово, так и, наверное, желание у человека пропадает, да, к этому нужно всегда привлекать народ, привлекать молодежь к такой культуре. Вот, и в то время нас в семье много, со сводной сестрой 8 человек, и мы всегда жили здесь, на базе, то есть я здесь вырос. Я с самых малых лет, тут меня отец, скажем, последние там 10 лет мне было, я приезжал весной, и меня забирали только осенью. Ну и также со всей семьей мы жили тут. 2000-е годы, голодные годы, мы тоже жили всегда здесь.
И отец, конечно же, крутился как мог, старался прокормить семью. Раньше с вертолетами было все намного проще. Люди летали, отдыхали, сами понимаете, 90-е. Вот. И сюда, по-моему, залетел какой-то человек, и отец с ним уже, ну, оттуда и родилось, да, родился сам туризм, да, какое-то общение. Человек приехал с города, да, тут глушь такая. Ну, соответственно, да, он рассказал уже как сарафанное радио другим, и начали сюда приезжать. Отец с этого зарабатывал, а они, ну, понятно, что отдыхали. Вот, я как сейчас помню, мы постоянно до 4 утра, до 3 часов ночи эти грибы белые резали, сушили, этим зарабатывали, там, ягода, за ягодой всегда, то есть мы ходили, брусника, тут живой лес был, в 2012 году тут был пожар такой. А видно, да, немножко горело. Все, масштаб, то есть пожара был огромный. Погорела тайга, и базу спасли, но здесь был живой лес, то есть подходил бор, яги тут было, то есть здесь вот, к примеру, утром в 5 утра, если проснуться, можно было там глухари ходят, там кополухи, то есть прикольно было, красиво. Да, и сейчас лосенок на базу ну, пришел. Да, буквально вчера, да. За рябчиками мы ходили тоже, тут вот первый ручей, тоже недалеко. Ездили мы раньше, была такая техника у нас «Восход», «Планета» 5, собирали там ягоду, грибы и так далее. А рыбалка тут у нас основной, понятно, что трофейный там, и основная рыба сильная сибирская, это таймень, да, у нас. Да, с принципом. Не каждой реке такое количество с рыбы. Принципом сразу обозначу, то есть у нас нет, чтобы вы его вылавливали, хотя мы как националы, у нас для пропитания мы полное право безлицензионное имеем, право без квот даже, скажем так, на рыбу, поймать одного тайменя в месяц, то есть на пропитание, но так у нас принцип: поймал, отпустил, спортивная рыбалка, то есть не то, что мы там, кто-нибудь может сказать, браконьеры, да, все ловят, да, там, нет, мы ценим свою тайгу с учетом, что я здесь вырос, это мой дом, да, и речушка, если вы обратите внимание, она узенькая, мелкая, то есть и рыба-таймень, он такой, скажем, его легко выловить, то есть укусить, да, и он просто уйдет. То есть, да, ударить по тайменю очень легко. То есть, если подъехал к рыбному месту, да, там таймени, там штуки 4-5 там их вытащил, особенно маточные, да, маточные, это у нас таймени большие, которые, понятно, что метят икру. Вот у нас, как говорят, может, я ошибаюсь, но я, насколько знаю, что вроде как таймень 2 раза в год метает икру, да. Это весной и осенью. Весной точно я сам ловил, не тайменя, а ловил этот момент. То есть, мы весной приезжаем, то есть ранняя весна, ставим сети, белькованные цепи. У нас есть родовая община Тальдокс, которая занимается промышленной рыбалкой, да, на черную рыбу. Да. И ставили сети вот здесь Сидорина. Я тогда еще просто не знал, честно не знал, что он заходит таймень. Ну, век учись, век живи, век учись, да, и с учетом, что мне лет-то немного, я постоянно что-то нахожу новое, изучаю там, и постоянно, ну, тем более даже в тайге, вот мы живем в тайге, постоянно что-то происходит новое. К примеру, после вчера мы там с Сергеем тут спасли лосенка. Да. Я первый раз в жизни его, то есть тут держал. Не знаю, Сергей покажет кадры, как мы его спасли и отпустили. Вот. И мы поставили сети на Курей Сидорина, вот буквально здесь за поворотом метров 200 от базы, на щуку. А приехали, весна была ранняя, приехали тоже, соответственно, рано, поставили сети, поехали на следующий день проверять сети, и просто поднимаем сети, там, ну, таймень, ну, понятно, да. Я вообще не знал, как он не рестится, для меня это открытие. Для меня было шок, то есть его было много, и он был в сетях. Мы прям максимально быстро отпускали, чтобы, ну, не дай бог, то есть удар такой по реке, ну, просто потом тайменя не будет. И потом я у отца спрашивал, то есть, ну, а что его в Сидорина так много? И он говорит, я забыл вам сказать, то есть он говорит, в это время, а это было, если не ошибаюсь, по-моему, 1 мая, там что-то такое, прям лед рано ушел. А он говорит, в это время заходит на икромет. Вот. И с тех пор весной я больше не рыбачу просто от принципа, потому что, ну, жалко рыбу. Ну, Сергей, по твоим наблюдениям, эта часть, вот эта база, я так понимаю, это часть твоей жизни, львиная. И по твоим наблюдениям, вот поголовье тайменя, оно с годами увеличивается или уменьшается? Тенденция? Я скажу так, река Келок, конечно, да, она, то есть, если раньше, я помню, ну, от своего опыта, да, с малых лет, мы рыбачили внизу Келога, да, там у устья почти Лагуя, мы ловили там тайменя. Потом там стал проходной двор, люди, понятно, что ездят, ловят, там у всех есть свои угодья, да. У нас рыбаки проезжают мимо. Наши. И мы могли там спокойно поймать тайменя. Я, то есть, рыбак с малых лет, то есть я спиннинг уже держал в 7 лет, и мне было это просто
интересно. Я вырос у реки, там постоянно с удочкой. Там... Ты человек леса. Это... Да, я там в 6 лет, там меня родители, кстати, не боялись отпускать никогда. Я, если там все дети сидели там где-то, бегали в деревне, играли, там что-то там, я сидел у реки, рыбачил. Мне просто было это интересно. И, наверное, до 12 лет с удочкой, то есть я вырос с удочкой. И вот в то время я мог тут вот пойти спокойно. Ну и сейчас здесь без проблем поймаешь таймень. Просто в то время тут вот просто спиннинг кинул, таймень вытащил, спиннинг кинул, таймень вытащил. И вот этот вот момент, что ты, когда его поймал, ты его уколол, да, там он ушел на дно, понятно, что стараешься реанимировать, отпустить его, чтобы он жил, скажем, долго и счастливо и рос вот такими огромными трофейными размерами. Да. Но вот прям, если, конечно, там на канале кто-то из подписчиков у Сергея увидит, и кто-то захочет сюда приехать с скажем, подводной, да, рыбалкой, я бы, если честно, конечно, поддержал этого человека, чтобы просто посмотреть, да, нырнуть, посмотреть, сколько его здесь стоит, то есть почему он чисто в познавательных целях. Да, чисто для себя, то есть вот мне это интересно. Хотя речушка, конечно, мелкая, но здесь много ям. И вот иногда момент такой, бывает, таймень просто не берет. Даже мыша, когда кидаешь приманку мышь, да, ведешь, он выходит, хвостом бьет и не более того. То есть он его просто не берет. И вот интересно в этот момент, когда приезжают там люди, ой, что-то, видно, что рыба стоит, но не берет. Почему он не берет? И вот интересно посмотреть, сколько его там, да. К примеру, я вот наблюдаю за вот эти последние 3 года маточные таймени, другие их называют, я называю маточными, потому что они большие, а других называют трофейными. Вот, к примеру, трофейного тайменя здесь поймать, он как будто, намного умнее, что ли, вот этих мелочей. Там мелочь, это там 9-8 килограмм, это мелочь в наших краях. Трофейный, я считаю, таймень здесь уже от 12 килограмм. Вот, самого большого здесь, по рассказам, опять же, отца, ловил дед на сети в Курье Сидорин на устье на 40 килограмм. Ого. Да, это прям, Это прям достойно. Да, это опять, насколько это правда, я не знаю, потому что я уж тогда... Да он и 5-килограммовый, Сергей, за счастье. Вот, лично я ловил, отец, по-моему, ловил на 25, не ошибаюсь, может больше. Я ловил тоже на 25, это на спиннинг. То есть я ловил тайменя трофейного. Больше я здесь не ловил, чтобы там на 30. То есть вот прям, если поехать сюда отдохнуть на рыбалку, чтобы людей не обманывать, то есть мы обещаем таймени, да, там от 12 килограмм до 20, да, то есть мы можем найти. То, что реально, то, что реально, да, чтобы не фантазировать. Вот. По поводу рыбалки на щуку, езя там и так далее, в этом плане я могу сразу сказать смело, что на это у нас есть квоты. То есть есть разрешения, есть квоты под общину, да, то есть мы занимаемся, еще раз повторю, промышленной рыбалкой, наша община. Разрешение, квоты у нас всегда есть. Ты нам все рассказал. Приезжайте, готовы предоставить свои услуги, свой сервис. Пока. Давай пятюню. Хочу вам показать, какие тут домики классные. Вот такой вот домик, Постельное белье, столик. От комаров спиралечка ставится. Вот у ребят там спиралечка стоит. Вот. Такой уютненький, комфортный. Летом тепло, хорошо здесь. От комаров такая вот сеточка здесь имеется. Вот. А еще фишка этой базы в тайге. Фишка этой базы, что здесь есть даже цивильный туалет. Вот. И вот такое здесь МЖО. МЖО в тайге. Стоят тут туалетики. Вот такие дела. Я за все время нахождения мое на Келоге, приехав на эту базу, просто отдыхал. Очень хорошая компания у нас подобралась, очень хорошие люди, персонал, работники очень хорошие. И поэтому, реально одно удовольствие. Вот такие дела. Поставьте лайк и не забудьте подписаться. Вот. А мы продолжаем наше приключение. Хотя уже завтра у нас будет вертолет на Нижневартовск, должен быть. Вот. Еще точно неизвестно, прилетит он или нет. Но я думаю, прилетит. Таймень клюет, конечно, изумительно. Тайменя очень много. И столько тайменей, я думаю, тут на Енисее-то, наверное, нигде не поймаешь. Вот. Такие дела.
Че, Коля? Я так понял, вы сегодня выхватили, да? Вообще, блин. Круто было? Зря не поехал, да. Нормально мы сегодня. Бомбанули. Прям. Да, лучше не было. И трофей, и лося видели. Шахаты такие лорда. А уже с рогами был, да? Да. На нас пошел прям такой. Не посередине ветвистые, а реки. вот, ну, лопухами. Вот знаю, жопу себе. Вот сейчас Будет всю дорогу лезть. шахата попадется и из лодки выпрыгнет. Спасибо! Кроме осуществления полета не трогать ручки без надобности аварийного сброса. Также на борту имеются два огнетушителя, которые находятся спереди основного выхода и сзади на правой грузовой створке. В случае аварийной ситуации руководство командных членов экипажа. Более подробную информацию можно получить в инструкции по безопасности. Благодарю за внимание, приятного полета. Спасибо большое. Вот так мы покидали гостеприимную базу Келлога, которая подарила нам незабываемые чувства и эмоции и оставила в нашей памяти яркие воспоминания счастливого лета. Эта рыбалка нам запомнится на всю жизнь. Пролетая над бескрайним водораздельным болотом, которое уходило за горизонт, я вспоминал, как переезжал его зимой. В памяти вырисовывались белые пейзажи, озера, избушки, люди. Глаза искали на горизонте знакомые места и ориентиры. Где-то на краю большого озера находился стан Аркадия Прасина. Немного восточнее пасет оленей его брат Александр. А через вон ту речушку мы строили мост. Еще совсем недавно весь горизонт был белым, но сейчас, спустя 3 месяца, природа раскрасила болото в яркие цвета и стало совсем непроходимым. Единственная возможность преодолеть этот маршрут был вертолет. Экипаж нашего борта профессионально и уверенно вел воздушное судно, и, глядя на них, нам было спокойно на душе. Я немного даже по-хорошему завидовал этим людям, ведь у них есть такая возможность наблюдать эти красоты практически каждый день. Пилоты вертолетов в Сибири – очень уважаемые люди. Без них жизнь в удаленных уголках немыслима. Всем охотникам и рыбакам, кто жил в глуши, знакомо то радостное чувство, когда слышишь звук прилетевшей за тобой вертушки. Сразу открывается возможность за несколько часов преодолеть расстояние, на которое по земле ушел бы целый месяц. Время в полете пролетело очень быстро, и вскоре на горизонте появились первые признаки цивилизации, увидев которые, хотелось петь и кричать от радости, потому что впереди у меня была встреча с близкими людьми и радость семейной жизни, которую начинаешь еще больше ценить при долгом расставании.
Десантировались. Ну что, ребят, вот я и дома. Закончилось мое приключение. Удивительное. Результат превзошел все мои ожидания. Было, конечно, очень обалденно. Было очень клево. Сейчас домой. Отмываться, готовиться к монтажу, заниматься материалами. Впереди еще будет продолжение, я надеюсь. Вот, что это еще не конец. Поэтому не пропадайте со связи, продолжение обязательно будет. Если получится, я, может, еще осенью туда доеду. Вам, ребят, желаю, путешествуйте по Сибири, любите Сибирь, занимайтесь охотой, занимайтесь собачками, лайками. Оно того стоит. Эти эмоции вы не получите больше нигде. Сибирь наша, она прекрасна, она просто замечательна. Поэтому, если у вас будет возможность, обязательно путешествуйте по России, по Сибири. У нас замечательная природа, замечательные люди и просто масса хороших впечатлений. Такие дела. Ну а я прощаюсь с вами. Еду домой. Всего вам доброго.